Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. В сегодняшнем видео шьем Crazy Block. Техника распространенная, многим известная, и тем не менее, все делают это по-разному, используя различные ткани, различные цветовые решения, в основном не придавая значения цвету. Я буду шить из лоскутов в сдержанной цветовой гамме. В основном это джинсовые ткани сине-голубых оттенков и светлая ткань летних брюк. Центральный лоскут из ткани с цветочным рисунком – это пятиугольник. Я располагаю его таким образом, чтобы линии среза не были параллельны сторонам основы. Я подбираю первый лоскутик и пристрачиваю его к центральному лоскуту, приложив лицевыми сторонами друг к другу, и прокладываю строчку. Вот, я пристрочила первый лоскутик и отрезаю лишнее, как бы продолжаю линию среза центрального лоскута. Для основы я взяла ненужную ткань, размер ее 30 на 30, но этот размер еще будет увеличиваться, потому что изделие, которое я задумала, значительно больше этого размера. И теперь я пристрачиваю очередной лоскутик, точно так же, положив лицом к лицу и делая очередную строчку. Я пришила второй лоскут, отогнула, отутюжила его, и я не буду его сразу обрезать. Я примеряю очередной лоскут, и я могу изменить угол, изменить длину, поэтому обрезать я буду после того, как пришью. Пришила следующий лоскут, и вот теперь лишнее можно обрезать. Подбираем следующий лоскут, и я стараюсь избегать образования прямых углов, например, вот так. Так, примеряем и пристрачиваем. После того, как цветной лоскут получил обрамление темными лоскутами, я продолжу наращивать блок светлыми тканями, и это будет контрастно. Ну вот, я пришила 3 полоски, и теперь примеряю четвертую. Девочки, как вам известно, мы на этой платформе ничего не получаем за свой труд. И ваши лайки, ваши комментарии и, конечно же, подписки для нас очень дороги. И это обратная связь, единственная награда за то, что мы делаем. И я очень благодарна и признательна за ваши отзывы. Ведь трудимся мы немало, если честно так сказать. Мы много затрачиваем времени на то, чтобы не только вот пошить, но это все еще надо снять, это надо смонтировать, а также загрузить, оформить как надо. Я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. И, конечно, очень признательна вашим отзывам. Ну вот я заканчиваю обрамление светлыми тканями. Девочки, то, что я вам показала здесь утюг, ни в коем случае не надо это повторять на мате для раскроя. Мой утюг был холодным, и опасности для мата он не представлял. Ну вот, пристрачиваем 5-ю полосочку. Вот я закрыла лоскутами всю основу, и теперь мне надо осноровить, то есть выровнять по краям, по сторонам, чтобы получился квадрат. Вот я осноровила, и получился квадрат 29 на 29. Я взяла ткань размером 45 на 45, на него положила тонкий слой синтепона.
В середину размещаю наш блок. Скалываю все слои булавочками. И сколотое таким образом полотно переношу под машинку и буду стягать. Девочки, стегала не заморачиваясь по линиям шва, затем к блоку по периметру пришила полоски из ткани, которая в центре. А затем к этой кайме добавила полоски пошире из светлой ткани. Получилась такая заготовка неброской, спокойной, так скажем, деликатной расцветки. Края заготовки поближе к срезам прихватила все слои наметочным швом, чтобы края не болтались, и решила еще по окантовке пустить декоративную строчку, которая есть на моей новой машинке. Этой машинкой я практически не пользуюсь. Мне ее подарила дочь. А надо бы пользоваться. Она спрашивает, пользуюсь ли я ею. А я по привычке шью на старой машинке. И, похоже, этой привычки я уже никогда не изменю. Я попробовала строчки и, наверное, воспользуюсь вот этой строчкой. Она такая менее броская. Вот, девочки, смотрите, как хорошо смотрится декоративная строчка. Зря я сомневалась, делать ее или не делать. Она добавила красоты и, я бы сказала, завершенности. Это как картина в рамке. Можно, конечно, и внутри блока сделать декоративную строчку, но мне нравится вот эта пухлявость, и я не хочу ее прибивать. А теперь осталось заготовку выровнять по сторонам. Я ее сейчас обрежу. И вот все готово к дальнейшей работе. У меня приготовлены 2 детали из той же ткани, что и внешний бортик. Одна деталь с широкой подгибкой, я ее положу лицом к лицу к основной детали. Вторая деталь у меня получилась с узкой подгибкой. Но это вот насколько позволила мне ткань. Мы не всегда располагаем достаточным количеством ткани. Получилось вот с таким нахлестом. И этот нахлест 12 сантиметров. И этого вполне достаточно. И вот теперь все 3 детали я сострочу по периметру. Ну и перед этим, конечно, все надо тщательно сколоть, особенно там, где соединяются детали, сходятся. И вот все готово. Осталось прострочить. Я прошила, при пуске обработала органзой. У меня нашлась органза подходящего цвета. Мне нравится использовать органзу при обработке внутренних швов. Получается не толсто, изящно и чисто. И сейчас я выворачиваю наволочку и покажу вам ее во всей красе. И вот получилась такая очень приятная, симпатичная подушечка. Если вам понравилось, ставьте лайки, порадуйте меня комментариями и подписками. Я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.